Приветствую, друзья! Это вторая часть видео про поездку в Тамбовскую область, в деревню Воронские Отруба. Сейчас утро 13 июня. При монтаже прошлого видео я немного ошибся, назвал датой начала поездки 11 июня. Нет, выезжал я 12, а сейчас 13 число. Ну, кто заметил, молодец. В общем, раннее утро. Вот такой вид открывается из окна. И первое, что бросается в глаза мне, как приезжему с юга, с Краснодарского края, это то, что во дворе обычного жилого дома растут сосны, которые верхушками своих крон достигают почти уровня 9 этажа. Ну и по соседству с жилым массивом раскинулся настоящий сосновый бор с такими контрастными коричневыми высокими стволами. У нас на юге, конечно, такого и близко нет. Очень необычно это выглядит для меня, по крайней мере. Несколько фотографий того, как выглядит номер. И надо двигаться на завтрак. Дорога дальняя. Перед такой дорогой необходимо покушать. Тем более, что завтрак включен в стоимость проживания. Вот она, трасса проходит. Гляньте, насколько близко к гостинице. Но это не совсем трасса. Это Московский проспект, который расположен тем образом, что вы на трассу попадаете очень быстро и легко. Если вы едете с севера на юг, то вы едете по трассе М4, проезжаете аэропорт и оп, вот он, Амакс Парк Отель. Если вы едете с юга, как я, придется проехать чуть-чуть через город. С трассы вы сворачиваете на улицу Остужаева, проезжаете Северный мост по улице Бурденко 45-й стрелковой дивизии Шишкова и выезжаете на Московский проспект. И вот он, Амакс Парк Отель. Ну, единственное, что вам придется развернуться вот тут вот. Переночуете. Дальше, чтобы поехать на север, нужно будет чуть-чуть вернуться, развернуться на вот этом развороте и двигаетесь дальше в сторону Москвы. То есть великолепное, очень удобное расположение гостиницы. Я так полагаю, что до того, как появилась вот эта трасса по улице Изыскателей, в общем-то Московский проспект и был трассой. Лифты здесь вот такие. Это новые кнопочки современные. При этом такой вот зеленый пластик. Пластик, которым закрыта старая кабина. Вот по звуку всем слышно было, что это самый обычный старый советский лифт. Это, конечно, лично мое мнение, но пластик этот просто уничтожает все впечатление. И тут поставить бы абсолютно новую кабину целиком, а не всего-навсего отисовскую панель. Или чтобы совсем круто было восстановить советскую аутентику. А так лифт этот уж очень бросается в глаза такой несуразностью. А тут у нас стенд с перечнем городов, в которых есть гостиницы сети Амакс Парк Отель. Краснодара в этом перечне нет. Почетные гости. Вот такой вот холл со стойкой регистрации. Очень удобный холл, можно посидеть, расслабиться. Кстати говоря, есть и книжный шкаф небольшой,
где можно взять книжечку, почитать, попить кофе. Вот такой вот завтрак. А в ресторане достаточно людно для раннего утра. Давайте не будем задерживаться. Быстро завтракаем и поехали. Выезжаем из гостиницы. Вот он, Московский проспект, город Воронеж. Прекрасный солнечный, не жаркий день с такими приятными облачками. Подъезжаем к развороту. Сейчас я поставил съемку также ускоренную, как в предыдущей части, но с интервалом не 1 кадр в 3 секунды, а 1 кадр в 0,3 секунды. Поэтому можно все разглядеть. Ну и поездка не будет столь стремительной. Сейчас мы подъезжаем к Северному мосту. Очень заметный объект Воронежа, так что нельзя не сказать про него несколько слов. Он двухуровневый, один из 3 мостов Воронежа через Воронежское водохранилище. Был построен в 1986 году. Строился с расчетом на эксплуатацию трамвайной линии на верхнем уровне. Поэтому такой вот он необычный вид имеет. Трамвайчики ходили по нему до 2008 года, а потом произошел какой-то акт идиотизма, и трамвайную сеть в этом миллионном городе просто убрали. Так что движение по мосту теперь есть только автомобильное. Выезжаем из Воронежа. Такие вот окраины города. А пока снова перенесемся на карту. Давайте посмотрим, куда мы сейчас направляемся. Находимся сейчас в Воронеже. Едем в сторону Тамбова. По вот этой вот дороге в деревню Воронские Труба. Вот она. Точнее, Воронцовские Труба. Это я так привык называть неправильно, потому что дедушки место рождения указали в документах с ошибкой. В общем, там, где я говорю и иногда пишу Воронские Труба, подразумевается Воронцовские Труба. Едем по трассе Е193. Вот она, эта трасса. Проедем 2 райцентра. Мордово, затем Токаревку. За Токаревкой вот по вот этой бледной дороге подъедем к Воронцовским Трубам. Продолжаем выдвигаться из Воронежа. На пути у нас последние городские светофоры. Движемся уже по пригороду. Пригород достаточно далеко растянулся. И последним населенным пунктом пригорода является поселок Бобяково. Вот его сейчас мы и проезжаем. За Бобякино есть своеобразная граница между мегаполисом и открытой местностью. Это дорога из Новой Усмани в Липецк. Пересечение с ней это такая интересная по виду большая развязка. Не удержался от того, чтобы не показать вам эту развязку на карте. Казалось бы, простое пересечение дорог, а понакручено тут. Вот к ней сейчас мы подъезжаем. Все, можно сказать, из мегаполиса мы выбрались и едем дальше. А дальше нас ждут деревенские пейзажи окрестностей дороги Р-193 между Воронежем и Тамбовом. Давайте это будет концом второй части.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. В следующей части мы продолжим наше путешествие. Всем пока!